Окей. Привет! Всем привет! Дислексия, это... Так, можно на русском теперь, да? Все Да-да-да. теперь. Ой, у нас сегодня что, у нас Хэллоуин даже? Мы наконец... Ребятки, в этом Сегодня день, когда году... можно веселиться с ними. Да, сегодня надо веселиться. Сегодня день тьмы, как бы. Вот. Всякая нечисть вылезает, нам нужно веселиться. Вот. Сейчас по всему миру идут разные трансляции, там, на 20-25 минут на разных языках. И так как в этом году у нас пополнение нас всех на направление разговор с сущностями, вот мы с Катюшей решили откликнуться на этот призыв Шеннон и команды провести какой-нибудь эфирчик по этому поводу и поделиться какими-нибудь моментами, потому что я, например, веду класс сейчас. Я в костюме. Покажи Кто свой хочет наряд, помолиться, покажи. можете обращаться. Я патрис. У меня Библия есть. Вот. Я с ней хожу сегодня. Развлекаю народ. Вот, на самом деле, да. Очень интересно сегодня, кстати, идет день, потому что очень много сущностей просто вылезает. И сегодня удесятерилась эта штука забавная по поводу того, когда ты разговариваешь про сущности. Они сначала пытаются поломать технику, их чистишь, отпускаешь, увольняешь там и так далее. Ребят, за дверь, пожалуйста. А потом, когда ты даешь больше осознанности в зал, и они получают, соответственно, больше осознанности, потому что много людей пришли с сущностями, и сущности их привели, потому что сущности нужна осознанность с этого класса. И начинаются такие прикольные моменты, когда ты говоришь какую-нибудь умную мысль, знаешь, такой, вот это. И, знаешь, там моргает электричество, там ребенок чихает, или какая-нибудь, мне нравится в последнее время, это какие-нибудь кофеварки вот эти вот, которые бойлеры там стоят, они начинают быстро работать, такие там на несколько секунд. О, мир со мной согласен. В этом плане очень забавно. У тебя что там происходит? Ты тоже какой-то класс ведешь? Я веду, да, свой класс инвалидация. Я хочу небольшой кусочек рассказать, вот что вообще для меня такое это направление и что такое для меня взаимодействие с сущностями. Благодаря тому, что я стала заниматься этим, я не просто стала более осознанна в этом, это стало чем-то очень естественным. Вот что если вы все могли бы посмотреть на то, как мы делаем это неестественным? Мы почему-то игнорируем вот этот мир духов, который живет рядом с нами прямо сейчас, каждое следующее мгновение, и мы прям не там. И есть куча точек зрения, которые мы взяли с детства, о том, что это ненормально видеть, это ненормально взаимодействовать с этим, это должно быть страшно или как-то плохо, и куча других идей про полярности и про то, как вы должны на это реагировать. Самая забавная вещь, что когда мы начинаем разговаривать на все эти темы, это становится весело, это становится легко. У нас есть куча историй абсолютно у всех о том, как мы это делаем, и они все объясняют, почему в нашей жизни происходит то, что происходит, как они происходят. И это правда весело делать это. Это способности, которые есть у людей. У меня был один шикарный класс, пришла женщина и сказала: ты знаешь, у меня нет никаких способностей с этим, я не знаю, что я здесь делаю, что-то меня привело. Она говорит, единственное, что я хотела бы рассказать, она говорит, вот, ну, как бы, что я замечала у себя, да, например, говорит, у меня 10 лет назад умер отец, и он никуда не делся, он до сих пор живет вместе с мамой, она его видит, они все время разговаривают, они каждый вечер вместе ложатся в кровать, клеят обои, делают дома ремонт. Это нормально. Что если для вас станет нормальным что-нибудь еще? Вот. Или она рассказала другую историю, что она ехала по дороге и видела аварию, и видела, что лежит тело человека, и он бегал вокруг своего тела. Вот. Она увидела это и подумала, может быть, он не может туда войти, и она попробовала его засунуть туда внутрь тела, но он не очень туда входил. Она сказала, что она не знает, что с этим делать, и оставила его. И после этого она говорит, у меня нет никаких способностей, я ничего про это не знаю. Мы делаем себя глупыми, мы воспринимаем это как всего, но прям не знаем об этом. Что если бы вы запросили знать, что бы, поменялось, насколько веселой бы стала ваша жизнь, если бы вы стали смотреть, что происходит в мире духов, а они там весело живут? Слушайте, насколько поменялась бы жизнь, если бы мы позволили себе осознанность и способность нанимать сущности, клеить обои? Мне очень понравилась эта идея. Что если... Слушай, а он там нет, он, как ты говоришь, обои клеит. Может, его это, чем там, почем берет-то, может быть? У меня знакомые спрашивали, может, ремонт провести? Да, на самом деле,
Вот как раз сейчас перед обедом как раз эту тему заканчивали по поводу, что если мы откинем тему, что это даже не то, что это нормальная тема там, а что если это вообще не там? То есть, что если вот тема сущности вообще, это не потусторонняя тема, они просто здесь сейчас, а у вас просто, знаете, как я, когда в горах ходил, эти солнцезащитные очки, они такие, знаете, в желтизну отдают. И у меня все горы, в общем-то, в моей памяти, они такие, знаешь, полуповерхность Марса. Такая желтовато-красноватая земля. А снять невозможно, потому что очень слепит, как бы, да, такие мгновения. То есть то же самое. У нас просто есть очень много фильтров, которые мы себе придумали, которые мы покупаем просто в тоннами в детстве. Более того, у нас же есть целое направление в СМИ, там, в фильмах, в книгах, которые нам просто продают. Для чего продают? Потому что очень много мифотворчества. Там, где много мифотворчества, там, где мы не запрашиваем ясность о чем-то, там нас очень легко напугать. Там легко вызвать эмоции, там легко еще что-то. То есть там, где мы выбираем неосознанность чем-то, не знаем что-то, да, не выбираем это, то там есть возможность нам еще больше нагнать незнание. И незнание порождается незнанием, закидывается незнанием, и у нас получается такой ворох проблем, которые мы покупаем как реальность. То есть, если 100 человек сказали о том, что сущность это только какие-то паразиты, которые вылезают из телевизора, там, девочка, которая хочет меня постоянно убить, там, или все там они злые, все пытаются там охотиться за вами, да, то есть в темноте не бывает ничего хорошего. Что если это не так? То есть мы купили очень много, и сейчас много разного, что в детстве мы смотрели как фильмы. Я могу сказать, что я любил фильм ужасов в детстве вообще просто до ужаса, а потом спать не мог. Почему? Потому что когда я начал разбираться с этой осознанностью, я когда-то увидел простую вещь, что когда был ребенком, меня вообще перло, меня просто, я не знаю, нельзя было отодрать просто за волосы оттащить, я все равно смотрел. И у взрослых была жесткая точка зрения, что я не буду спать. И я оправдывал эту точку зрения тем, что я не спал. Но когда начал смотреть, уже буквально, да, с этими классами, когда разбирал это в людях, я в себе это тоже увидел, что я считал не то, что это фильм ужасов, а то, что этот ужас, это фильм ужасов для родителей, для родственников тогда был, потому что я был совсем маленький. И чтобы угодить кому-то, мы часто покупаемся, подстраиваемся под их страхи. Под точки зрения, под их страхи в том числе, потому что точек зрения страхов у людей огромное количество. И то, чтобы быть сыном, быть хорошим сыном, соответствовать им энергетически. То есть это даже не то, что я такой, так, надо бы соответствовать. Нет, мы автоматом это делаем, потому что любим своих родных. И стараемся их вылечить и так далее. И ты начинаешь оправдывать, и они укрепляются в этом ограничении, потому что, не спишь, пугаешься, страшно же. Что если это не страшно? Что если вы являетесь самым большим, самым могущественным, самым страшным, ужасным, ужасающим и скручивающим все, что возможно? Что если вы самое сильное существо во Вселенной, которое может общаться с любой сущностью? И это у сущностей проблемы могут быть общение с вами, а не у вас с ними. Что если мы позволим себе легкость и силу там, где мы считаем наша самая большая слабость? И вот этот момент, эти примеры очень здоровские, потому что мне очень нравятся эти люди, которые... У меня была девушка, которая сказала, слушай, у меня такой вопрос. То есть люди такие, знаешь, там, я их там верю в них, хочу видеть, там, знаешь, еще что-то, что потребуется. Знаете, я унылое говно, я не умею, да. А женщина пришла, мне очень понравилось. У нее докторская диссертация, и она такая, у меня другая проблема. Я их вижу, но я в них не верю. Что мне с этим делать? Вот. И такие очень забавные штуки, которые люди считают, что у них нет талантов. То, что я замечаю на классах, не только по сущностям, вообще, у человека, у которого талантов просто, знаешь, рок изобилия, с него просто прет, он считает, что он ничего не умеет. Сколько из вас считают, что вы ничего не умеете только потому, что вы думаете, что все, что вы умеете, умеют все остальные? Что ваше восприятие равно восприятию всех остальных. Никто не воспринимает сущности так, как вы. И никто не умеет то, что умеете вы. Вы умеете это в единственном экземпляре. Что если вы единственный в своем роде, своего вида? Готовы ли вы быть первым своего вида? Или вы пытаетесь подстроиться под всех, кто пытается быть... не знаю, жесткими руками все есть, да, а все остальное мы просто списываем на глюки, на еще что-нибудь. То есть вы приходите в любое помещение, просто сейчас, да, вы вспомните, вы приходите в любое помещение, и вы его ощущаете сразу. Каждое помещение для вас разное. Вы приезжаете в лес, вы приезжаете на море, вы приезжаете в горы.
Вы ощущаете сущности сразу там. Просто задайте себе вопрос, что вы ощущаете, ну, почему для вас по-разному ощущаются разные места. Энергетика разная, сущности разные, нечто разное, и оно нечто с вами взаимодействует сразу. Что если вы позволите себе просто, начните с этой осознанности, просто что если вы просто признаете то, что вы знаете? А еще вы сущность, вы тоже сущность. Как мы исключили себя из этого всего. И да. мы позволяем себе знать себя и воспринимать себя, и быть собой, быть тем, кем мы являемся. Вы пытаетесь быть правильным человеком, но вы тоже сущность. И когда у вас не будет тела, вы будете такой сущностью, вот, которую не видно через тело, да? Вы будете какой-то другой. И это неплохой. У меня есть чудесный пример с моим ребенком. Он дал мне колоссальную просто осознанность о моем восприятии сущности. Мне казалось, что это легко для меня. О, боже мой, я 20 лет работаю с людьми, да я все про это знаю, да боже мой, значит, как бы, да, мы знаем, как всех прогнать и все остальное. Но я взяла с собой ребенка, который боится спать по ночам уже 6 лет, и ему надо спать с кем-то, держа его за руку. И я попросила дать мне на классе больше осознанности о том, как я это сделала. О, я прям преуспела. Когда в детстве он начинал плакать, я думала, что с ним что-то не так. И я так переживала, и я тоже прям с ним плакала. И он просыпался по ночам, и он кричал совершенно сумасшедшим голосом, и мы не могли его разбудить. И это длилось часами, это была жуткая жуть. И когда я рассказала эту историю на классе, мне спросили, что ты решила? Я говорю, я попросила мою подругу, которая видела, чтобы она посмотрела, что там произошло. И она мне сказала, что он ходит в нижние миры, что он приходит с сущностями, что это его так детское тело реагирует на всю эту энергию, бу-бу-бу. Короче, что она сделала? Она типа закрыла ему вход в нижний мир, почистила его от сущности, и он тут же замолчал. И это сработало. Мы делали так несколько лет, чтобы он не кричал по ночам. Это работало. Я рассказала эту историю, и первый вопрос, который мне задали, что ты решил? Я говорю, я решила, что он кричит, потому что он боится сущностей. Или потому что его телу тяжело с сущностями. Меня спросили, он кричит, потому что ему страшно, или он кричит сущностям, потому что зовет их играть? И вот что было делать с этой осознанностью? То есть это абсолютно меняло картину, это был абсолютно другой взгляд. Я говорю, ну, допустим, хорошо. Когда ему стало 2-3 года, он видел их, он мне все время говорил, мама, я там вижу скелет тут, я вижу там это. Я ему говорила, не бойся, ты что, у тебя такие волшебные мама, папа, ничего с тобой не случится, мы же всегда рядом. Поэтому я удивляюсь, почему 6 лет он спит со мной за руку, да, я же всегда рядом. Вот. И что забавного в этом, это то, что я решила посмотреть туда, потому что то, где он мне показывал сущности, я их тоже видела. И я взглянула туда, и я увидела там, и это было на даче, и там у меня такое большое поле с лесом за домом, и я увидела, что все это пространство наполнено сущностями, они все пришли. Но выглядели они не очень, прямо скажем, не вот прям вам херувимы с крылышками, но их было колоссально. И у них был один вопрос ко мне. Почему ты не получаешь от нас? И этот вопрос абсолютно перевернул мой мир, потому что я тогда увидела, до какой степени я заключена внутри полярности хорошего и плохого. И есть прям прекрасные создания с белыми крылышками, с ними можно, или какие-то очень мудрые старцы, которые больше не в теле, с ними тоже можно. А вот с такими нельзя ничего. И с тех пор это стало весело, потому что теперь я могу со всеми взаимодействовать. И неважно, как они выглядят, они могут выглядеть как угодно. И это кое-что изменило для моего ребенка, потому что я спросила его, слушай, если бы ты признал, что они тебя слышат, о чем бы ты хотел их попросить? Он сказал очень просто, я хочу, чтобы вы не приходили страшными, и чтобы вы не беспокоили меня по ночам. Что если у вас есть выбор, вы можете настроить, когда у вас будет выглядеть эта система, и им не придется пока проявлять себя через те кошмары, которые у вас есть. Ну, как бы там они порылись в ваших мозгах, нашли образ фильма ужасов из детства, да, и началась эта карусель. Что другое возможно, что мы еще не рассматривали, и что, если это правда очень легко. И это осознанность о том, кто вы такие, и как вы взаимодействуете с миром, которая может быть легкой, которая может быть расширяющейся постоянно, потому что что-то еще будет проявляться, и вы что-то еще сможете. Сколько раз мы себе говорили, что мы не знаем. Я этим летом была на Байкале. Мы приехали, было темно. Я ничего не видела. Утром я вышла, и я иду, и я понимаю, что со мной говорит каждый камень, каждое дерево, озеро, скала.
ну и как будто вы псих просто, да, и с вами все разговаривает. И я подумала, что со мной что-то не так. Ну, как бы, что я не знаю, как себя здесь вести, это же такое особое место, надо, наверное, как-то аккуратно там подстроиться, никого не обидеть. Вот, и я понимаю, что я в этот момент себя странно вела, когда я пыталась под это подстроиться. Но я абсолютно игнорировала ту радость, которая есть в сущностях, которые вышли, ну, как бы знакомиться со мной, общаться со мной. И каждое место, в которое я прихожу, там тоже есть сущности, и они тоже выходят знакомиться со мной. И это забавный момент, кто вы такие, что они приходят к вам. И что, если с вами все так? Нет, все неправильно. С этим просто неправильно. Кстати, Тебе это очень... в новых местах знакомиться прям вот Ко толпой? мне нет, я нормальный человек. Хлеб, соль. Я нормальный падре. Всех. Слушай, это забавно, потому что мы были на Байкале, и, знаете, знаете, я с другой точки зрения подойду. Это может быть очень утилитарно, потому что когда вы не отрезаете свою осознанность о сущностях, вы можете с ними не то чтобы управлять, мы не об этом скорее говорим, а сосоздавать, общаться со всем миром. Весь мир может быть живым. И это было удивительно, когда мы приехали на Байкал, это было очень холодно, невозможно было ничего фоткать, потому что обжигал ветер руки сразу так, что... А мы еще приехали такие, мы же на Бали собирались, на Бали, а поехали на Байкале. И мы были в таких маленьких курточках, такие все замерзшие. В общем, и на самом деле, насколько это просто, когда ты просто поговорил с ветром, и он просто затих, и все охренели от этого момента. И все, и началась тишина, солнышко вышло, какие-то потрясающие вещи. И когда ты запрашиваешь, ты не отвергаешь осознанность, которую тебе могут дать сущности разные. Опять же, наша точка зрения создает нашу реальность, да, и вот то, что ты, Катюш, говоришь, мы часто воспринимаем их, которые не имеют вообще формы, цвета, ничего, мы их сами засовываем часто, они не имеют прохода к нам дойти, кроме как те образы, которые мы купили. А это как раз книжки, фильмы, страхи, да, и они, для них нет точек зрения часто. Они такие, вот так я могу перед тобой проявиться, окей, а что ты от меня бежишь? Что не так-то? Я же твой собственный образ, через твою систему координат с тобой разговариваю. И когда ветер стих, я понял, что что-то еще возможно. И пока я был один, смотрел на эту шаманку гору, еще что-то, я просто спросил у Байкала, а что здесь еще есть интересно, что сейчас возможно? Потому что, такое было время, что вроде ничего не посмотреть. Было странное ощущение, что есть интересные места. Я такой, хорошо, покажи. И подходит просто наш чувак, который нас возил, мужчина местный, который на Альхоне там. Он говорит, слушайте, давайте я вам сейчас интересное место покажу. Наш гид был против. Она такая, нет, нельзя, там все такое. Нельзя ездить по Байкалу. 2 дня как отменили, короче. Он нас привез в места, которые видно, вот эти пещеры, такие прям вылизанные, прям какие-то потрясающие сталактитные изо льда. Их видно буквально там в год, может, я не знаю, недели 3, да, может быть, там, не знаю, месяц. Вот, и мы там походили, пофоткались, потрясающе просто. Оно пол течет, но еще льдинистое, какое-то безумно гладкое. И там лед вот этот прекрасный, прозрачный, который ты смотришь, он там вниз на несколько этих метров видно, знаешь, такой бирюзовый. Я такой, вообще спасибо, там, Байкал и все остальное. То есть были очень интересные моменты, сущности просто могут давать классные моменты в плане времени. То есть мы потом полетели в Улан-Удэ, и от Улан-Удэ уже поехали, там часов 5 ехали до Байкала, и когда у нас было время четко ехать, потому что это потом было видно, что четко ехать надо было, то есть лед просто, а он там несколько метров, там десятки метров толщиной в этот момент, он просто треснул прямо перед ногами у нас, который сказал, просто уходите, вам пора ехать. Треснул огромная толща льда. И потом, когда поехали, мы поняли, что если бы у нас, мы бы после этого не поехали быстро, а было прям четкая мысль, то есть пора ехать. Это трещина, и пора ехать, все сошлось. Мы бы опоздали на самолет. То есть, что если мы можем позволить себе... В страх мы, наверное, наигрались просто. То есть можно бояться, продолжать, конечно, а можно это использовать для создания чего-то более классного, более веселого, более эффективного в нашей жизни. Что если все может быть вам полезно? Что если, уже много раз эти сущности меня будили, сущности мне подсказывали, куда идти, еще что-то. То есть это часто как такие, знаете, инсайты. Сущности общаются через язык энергии.
То есть часто мы ставим наш язык проблемой к общению с тем, что говорит просто на другом языке, на энергетическом языке. В сущности, как и весь мир, в общем, как и дети до определенного возраста общаются через энергию, через прямую передачу осознанности. И так взаимодействует и лес, так взаимодействует ваша одежда, которая часто хочет быть на вас одета. И в этой одежде вы чувствуете себя потрясающе весь день, и вам говорят потрясающе, что вы потрясающий весь день. Часто же мы руководствуемся логикой, а потом происходит то, что мы называем не тот день, не наш день, еще что-то. Слушаем ли мы осознанность? И что если мы позволим настолько расширить наш мир, что позволим даже невидимому глазу мира, а кому-то видимому, быть вкладом для нас? Вот это очень интересный момент, и это большая тема вообще сущности, то есть много болезней может уйти от этого, потому что много болезней связано с сущностями. Много сущностей хотят быть с нами, не хотят быть с нами. Есть сущности, которые нам вредят. Есть сущности, которые нас могут исцелить, помочь нам что-то подсказать. Это как с людьми. Есть куча людей, с которыми вы выстраиваете отношения. И то, что, Катюш, ты говоришь, да, то есть это то же самое у нас с людьми. То есть вот этих я буду принимать, а вот эти что-то как-то выглядят оборванцами. Я что-то не буду с ними взаимодействовать. Не так вы, ребят, выглядите. То же самое с сущностями, да, то есть мы воспринимаем каких-нибудь махат, там еще кого-нибудь, ангелов, архангелов, а вот эти, что там осталось, что с вас взять? Скелеты, где бабло? А еще мне нравится, люди говорят, я общаюсь типа с мертвыми. Я говорю, как ты себе это представляешь? Ты идешь на кладбище, выкапываешь тело и общаешься с мертвым телом? Разве сущность может быть мертвой? Для людей уже это какой-то инсайт. Я говорю, ничто не мертво там. Что-то да, это же огромный фильтр. Смерть начинает пугать их, но они, правда, не мертвые. Да, это же как раз-таки, поэтому у них потом и описание такое, то есть с кем общаешься, с мертвым, как выглядят? Ну, как мертвые. То есть сразу вот так, да. Что если ничего не умирает? Все постоянно. Что алхимия – это естественное состояние мира. Все просто трансформируется. Ваше тело, после того, как вы его отпустили, оно трансформируется на что-то еще. И ваше тело формируется из чего-то еще. А безграничная сущность, она никуда не девается, она не рождалась и не умирает. Вы просто меняете тело, меняете локацию, что-то еще делаете. Вы так ночью делаете, вы вылетаете постоянно из тела и играетесь где-то. Вопрос, помните вы об этом или нет, это большой вопрос. И все. Это естественное состояние, наша естественная способность. Прямо сейчас ощутите своих родных, близких. Вы что-то ощущаете. Если вы только тело, и нет ничего за гранью видимого тела, то вы не можете ничего ощущать. Но если есть энергия, и вы безграничная сущность, то вы можете ощущать кого угодно прямо сейчас. Мгновенно. И это просто потрясающая по красоте, может быть, вселенная, намного превосходящая все, чему нас учили, чего боялись, чего отвергали, что пытались скрыть. Опять же, наши родители, близкие, знакомые, другие люди, которые нас окружают. Что если мы можем выйти за пределы ограничений, которые есть просто в обществе, есть просто у разных людей, есть у тех же самых людей, которые тоже видят, как и мы, воспринимают и могут намного больше, но тоже боятся. Именно боятся не сущностей, а успеха в этом, что они начнут воспринимать больше, чем другие. О чем я буду говорить с этими людьми тогда? Я же нормальный. И мы пытаемся быть нормальными, именно отрезая себя. Часто да, это как будто патология, когда ты можешь. Да, это патология, да. Все для нас патология, это когда я могу, да. Вот это можно отпустить прямо сейчас. Я бы отпустил. Ты как? Давай. Хорошо. Отпускаем это все. Какой ненормальностью мы можем быть? И как это может быть, правда, весело для нас? Ну, то есть все, что сверх нормы, люди всегда будут называть, всегда, да, то, что мы видим просто по факту в этой реальности, это либо это степень защиты, либо ненормальность, да, либо юродивость, либо защита с обвинением, гневом, либо еще чем-то. Каждый раз, когда вы показываете людям больше, многие из них могут по этому поводу очень так пригореть и пытаться защищаться от большего. Мы сами постоянно этим занимаемся. Ну а что, если мы позволим себе быть хоть чуть-чуть больше, на шажок по осознанности больше? Комфортно, без срывов, без каких-то, надрывов. Что если это может быть еще что-то? Какой шажок осознанности, который позволит мне
Создать что-то еще, создать что-то большее с тем, что я считаю возможным для меня. Что еще вы можете включить в свою жизнь, что создаст совершенно другую реальность, создаст больше возможностей, создаст больше легкости, теплоты, единства, общения с людьми. И с сущностями. Мне очень нравится, я закончу свой монолог по этому поводу, мне очень нравится, что такой момент. Как бы вы хотели, чтобы к вам относились после того, как вы оставите тело? Хотите ли вы, чтобы вас боялись, избегали, не видели, избегали вообще какой-то осознанности? Хотели бы вы такое? Я бы нет. Что если мы можем быть осознанностью, которой мы являемся и в теле, и за пределами тела? Угу. Вот так вот. И что если это Что у тебя есть правда добавить? может быть легко, и правда может быть весело, и очень интересно. Это делает жизнь, правда, интересной. Потому что это способ проявить удивительные вещи и увидеть, насколько живой мир вокруг вас, и сколько есть возможностей, на которые мы вообще никогда не смотрели. Ваша семья, то, что вы называете семьей, она намного больше, чем несколько людей, которые живут в вашей квартире с вами. Или которые, я не знаю, там, связаны с вами какими-то узами. Что если бы вы позволили себе воспринять всех, кто является вашей семьей? Сколько заботы вы могли бы получать, сколько вдохновения в этом могло бы быть? Такая большая энергетическая сегодня. Что? Повеселитесь сегодня. Сегодня не день мертвых, все живы. Да. День печенья. Сегодня день мертвых. Что если сегодня суббота? Прекрасное полнолуние, кстати, очень красивое. Что мы можем сегодня изменить, чтобы изменить точку зрения на разные праздники, на разные проявления, разные страхи в мире с легкостью? Все, где мы это создали, все, где мы это поддерживали, можем сегодня отпустить. Я очень благодарен, что у нас сегодня какой-то эфир такой у нас получился. И спасибо шеннонской команде. Адите. Круто. Вот. И что еще возможно? Катюш, тебе хорошего дня, хорошего класса. Спасибо, тебе тоже. Спасибо вам огромное, что вы нашли время побыть с нами. И что возможно для вас с сущностями, если вы перестанете игнорировать это. Спасибо вам. Да, всем пока-пока. Пока-пока.